Всем здравствуйте! Меня зовут Любовь, и вы на моем канале Любовь Вязания. Предлагаю сегодня связать вот таких баранчика, овечку, квадратики. Вот как они смотрятся сбоку. Такие интересные. У мальчика баранчика связала рожки. У девочки их не вывязывала. Ну, можно связать маленькие рожки, а кто-то, возможно, даже увидит в этой овечке ламу. И тоже имеет место быть такая игрушка. Это цельно вязаная игрушка. Начинаем вязать вот снизу меховой пряжей и вывязываем ножки, хвостик, вторую пару ножек, мордашку, ушки. Игрушка готова. Это вот как у девочки. У мальчика еще вывязываем отдельно рожки и пришиваем. И так как это меховая пряжа, чтобы было больше меха на лицевую сторону, то вяжем все вязание идет по изнаночной стороне. И плюшевая пряжа тоже вывязывается, вот эта изнаночная сторона. Ну, смотрится все очень красиво. Видео я очень подробно показываю, как вязать эти игрушки. Вообще они вяжутся быстро. Единственная проблема в том, что это меховая пряжа и плохо видно столбики. Всегда нужно просчитывать, чтобы совпадало нужное количество. И эти вот баранчики, овечки у меня связаны на 18 столбиков. Вот такие. Давайте замеряем по сантиметрам. Вот если мальчик с рожками, то 11 сантиметров. Если девочка без рожек, то 9,5 сантиметров. Также можно одеть карабины, и уже будут такие брелочки, или оставить так, чтобы были вот такие веселые, интересные игрушки. Мастер-класс, повторяюсь, очень подробный. Я снимала очень медленно, чтобы было видно, куда уходит какая ниточка, как нужно провязать каждый столбик, так как, снова повторяюсь, что меховая пряжа и плохо видно все столбики. И вот как вам такие овечки и баранчик квадратики? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам нравятся вот такие необычные игрушки. Необычные, потому что они вот как прямоугольник, как квадратик. Вот такие. И показываю пряжу, которую использовала. Вот меховая пряжа у меня Woolland's Fox. Здесь в 100 граммах 100 метров. Кому нужен цвет, то 110 вот оттенок. И использовала плюшевую пряжу. Плюшевая пряжа, как обычно, в 100 граммах 120 метров. И все вот эту плюшевую меховую пряжу я вязала крючком 4 миллиметра. И давайте вместе с вами будем вязать вот такую милоту, такую красоту. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка, это первый ряд, провязываем столбик без накида. И вяжем 4
столбика без накида по цепочке. 1, 2, 3, 4. Осталась последняя воздушная петля. В эту воздушную петлю ввязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Этот хвостик переводим вот так в середину, чтобы он оставался. Разворачиваем вязание и по обратной стороне провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В последнюю воздушную петлю ввязываем прибавку. В первом ряду получилось 12 столбиков. Так, поворачиваем вязание, вяжем по обратной стороне. Это второй ряд. Начинаем с прибавки. Меховой пряжей, вот видите, сложно вязать. Нужно вот так на ощупь найти, где первый столбик. Вот, чтобы вам показать. Сразу одеваем маркер на этот столбик. Один столбик и сюда же провязываем второй, так как это прибавка. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3. Довязали до 3 столбиков, которые нам в одну петлю ввязывали, и здесь провязываем 3 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. Снова 3 столбика. 1, 2, 3. В конце осталось 2 столбика и довязываем 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. В конце второго ряда 18 столбиков. В третьем ряду будем вводить уже дополнительную нить плюшевую. Провязываем 4 столбика. Смотрите по своей плотности вязания. Кому нужно провязать 4, кому 5, для того, чтобы хвостик был посередине. 1, 2, 3, 4. Четвертый столбик, видите, я не завершаю до конца. Я беру дополнительный цвет. Теперь дополнительный хвостик в середину и основной вот меховый тоже вот перед вами эти 2 ниточки находятся. И набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик
без накида 1, столбик без накида 2 и сделаем соединительную петлю вот под сам столбик, что вывязывали. Эту ниточку тоже вот так перед собой берем меховую пряжу и достаем меховую пряжу. Все ниточки всегда вот так находятся перед вами, так как мы вяжем вот на изнаночную сторону. И 7 лицевая сторона, то есть у нас вот как с изнаночной стороны. Теперь я провязываю 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик не до конца. Вот так я его оставлю. Но еще вот эти 2 хвостика так завяжем. Вот 7 столбик у меня на крючке, он не довязанный. Нитку меховую перевожу вот ближе к себе, так чтобы не стягивало вязание. Делаем здесь немного так послабей ниточку и провязали. И теперь вывязываем первую ножку. Это будет 3 столбика с накидом, 1, 2, 3 и с общей вершиной. Ниточку перевожу к себе и завершаю меховой пряжей. Вот сделали мы такую шишечку. Если нужно, вот так выворачиваете ее, поправляете наперед. Это первая ножка. Плюшевая пряжа вот перед вами. Теперь 3 столбика, 1, 2, третий столбик снова не до конца. Меховую пряжу переводите вот к себе, берете плюшевую пряжу и завершаете этот третий столбик. И провязываем вторую ножку. 1 столбик с накидом не до конца, 2 и 3. Общая вершина, плюшевую пряжу снова к себе и берем, завершаем меховой. И довязываем 2 столбика меховой пряжи, 1 и 2. Шишечки, ножки расправляем. Вот что получается. Вы смотрите по своей плотности вязания, возможно, будет вот какое-то смещение по размещению ножек и хвостика. И теперь следующий 4-й ряд нужно провязать 18 столбиков без изменения. В 3-м ряду 18 и в 4-м тоже будет 18. До хвостика у нас 4 столбика вместе с хвостиком. Вот 1, 2,
3 и там, где хвостик, 4. Хвостик опускаем вперед. Теперь от хвостика до ножки 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь там, где ножка, 1 столбик, между ножек 3 столбика, 1, 2, 3. Довязали до ножки, там, где ножка. Расправить, чтобы удобней захватить меховую пряжу тоже. 1 столбик, ниточка плюшевая в середине и довязываем 2 столбика. 1, 2. Вот получилось 18 столбиков в 4 ряду. 5 ряд. Тоже провязываем 18 столбиков. Провяжите его самостоятельно до конца ряда. Вот как получается. В 6 ряду будем вывязывать вторую пару ножек. Я буду вывязывать, чтобы они более вот совпадали как друг над другом. Можно связать и ближе, чтобы вот так были ножки, но это уже по вашему желанию. 6 ряд. Меховой пряжей провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 не до конца столбик. Меховую пряжу вот перевожу к себе, беру плюшевую пряжу, оставляем вот так немного ниточку, чтобы не было натяжения в середине вязания, чтобы ничего не стягивало. И мы завершили 12 ряд. Теперь первая ножка, ручка в этой паре. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И делаем общую вершину. Эту пряжу плюшевую к себе. Берем меховую. И вот так завершаем. Тоже поправляем эту ножку, шишечку. Теперь 3 столбика меховой пряжи. 1, 2, 3 не до конца, к себе меховую пряжу, берем плюшевую и завершаем плюшевой. И вторая ножка. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Общая вершина. Снова плюшевую пряжу к себе. Меховую берем и завершаем меховой пряжей. Поправляем наперед шишечку, ножку и 1 столбик меховой пряжи. 18 столбиков. Вот как все смотрится. 7 ряд.
нужно провязать 18 столбиков. До ножки у нас было 12 столбиков. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Здесь ножка, 1 столбик, между ножками 3 столбика, 1, 2, 3, снова ножка, 1 столбик и еще 1 столбик. Всего получилось 18 столбиков. Теперь я сделаю смещение петель, чтобы было удобнее вывязывать мордочку. И для смещения провяжу 5 столбиков. 1, пока я одену сюда маркер, 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь вот снимаю этот маркер, и начало ряда будет уже с этой вот стороны. Провязываем 8 столбиков, и вот впереди уже будем вывязывать мордашку. Провязали первый столбик, одели сюда маркер, начало ряда. Это 8 ряд. Первый столбик провязали, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. 8 не до конца. Вот перевожу меховую пряжу к себе, беру дополнительную пряжу плюшевую и завершаем. Тоже здесь делаем такое легкое натяжение, чтобы ничего не стягивало у игрушки. И впереди провязываю 5 столбиков плюшевой пряжи. 1, 2, 3, 4, 5 не до конца, плюшевую пряжу к себе, взяла меховую и завершаем вот так меховой пряжей. И довязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. В 8 ряду 18 столбиков без изменения. Попала меховая пряжа. Уберем ее. И вот смотрите, вот эти 5 столбиков, они располагаются между ножками. Возможно, у вас будет другая плотность вязания и немного другое количество столбиков провязано меховой пряжей и плюшевой пряжей. Смотрите, чтобы они вот просто располагались возле ножек. Вот так. 9 ряд.
Провязываем 7 столбиков меховой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик не до конца. Снова меховую пряжу к себе, берем плюшевую пряжу и завершаем этот 7 столбик. Теперь здесь впереди мордочку плюшевой пряжи вяжем тоже 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик не до конца. Плюшевая пряжа к себе, берем меховую и завершаем 7 столбик. До конца ряда нужно довязать 4 столбика меховой пряжей. 1, 2, 3, 4. Получилось 18 столбиков без изменения. И вот там, где личико, мордашка, по одному столбику по бокам увеличилось. Следующий 10 ряд. В 10 ряду будем еще вывязывать ушки. Нужно провязать 7 столбиков меховой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик не до конца. Снова вот меховую пряжу убираем вот так к себе. Берем плюшевую пряжу, сильно не натягиваем и завершаем. Здесь нужно вывязать ушко, 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем полустолбик с накидом 1. В следующую воздушную петлю полустолбик с накидом 2. Сделаем соединительную петлю в сам столбик, из которого вывязали ушко, и переходим уже на плюшевую пряжу. Здесь провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эту пряжу плюшевую к себе, дополнительную завершаем меховой пряжей. Плюшевая вот сюда убрана. Провязываем 1 столбик меховой пряжей, но не до конца. Меховую снова убрали к себе, взяли плюшевую пряжу, завершаем и делаем ушко. 1, 2, 3 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем полустолбик с накидом 1. Во вторую воздушную петлю полустолбик с накидом 2. И соединительная петля в сам столбик. Снова
плюшевую пряжу к себе и подхватываем меховую. До конца ряда довязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. Без изменения получилось 18 столбиков. Так, расправляем ушки. Вот как получается. Плюшевую пряжу вот я отрезала. Есть такие протяжки нитей. И здесь так завязываем на такие узелочки, чтобы была такая вот как закрепочка. И прячем в середину. 11 ряд. Провязываем тоже 18 столбиков. 1. Вместе с ушком должно быть 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там, где ушко, 7. Ушко опускаем вниз. Впереди тоже 7 столбиков плюшевой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь там, где ушко, 1 столбик, ушко опускаем вниз, и еще остается 3 столбика. 1, 2, 3. Без изменения 18 столбиков. Ушки вот так поправляем вниз. Вот. Вставила глазки на безопасном креплении. Они 12 миллиметров и расположены между 9 и 10 рядами. По бокам вот от глазика, видите, по 2 столбика отступила. И наполнила наполнителем. Видите, получается таким как прямоугольничком. Плоское так, набивая не так, чтобы были как круглые вот с животиком, а квадратненькие. И теперь следующий 12 ряд. В этом ряду вяжем 1 столбик и убавка. Провязываем 1 столбик. Следующий убавка. Можете убавку делать, вот находить задние, передние вот стенки и пробовать, как обычно делаем убавки. Если так сложно, то вот за первый столбик завели крючок, сделали такой накид, за второй столбик у нас получилось 3 петельки на крючке, и их провязываю все вместе. Это убавка. 1 столбик, и еще раз показываю. Вот 1 столбик, завели крючок, вытянули петельку, и со второго столбика вытянули петельку. 3 петельки на крючке и провязываем убавку. Так вяжем до конца ряда, чередуя 1 столбик убавка, всего 6 повторений, в конце 12 ряда 12 столбиков. Еще дозаполнили наполнителем. Последний 13 ряд, это 6 убавлений.
И тоже их провязываем вот с одного столбика достали петельку и со второго 3 петельки. Это вот первая убавка. Оденем маркер, чтобы был ориентир, так как пряжа меховая и сложно вязать. Снова достали одну петельку, вторую петельку и провязываем убавку. И так делаем 6 убавлений. Вот что получается. Еще дозаполнила наполнителем. Теперь нужно спрятать эту дырочку. Ну вот, как всегда, стягиваем кольцо. У меня плохо получается с этой пряжи. Ну, еще раз вот попробую за передние стенки, чтобы хоть немножечко стянуть. Так, сейчас вот стягивается кольцо. Вот, и все равно остается маленькая дырочка, видите? И вот я буду вот так сшивать, чтобы полностью закрыть эту дырочку. Вот. И теперь можно прятать в середину эту ниточку и отрезать. Теперь сделаем оформление. Беру тонкую черную пряжу. Здесь вот оставлю хвостик, чтобы потом завязать и спрятать. Вот, вывожу иголку недалеко от глазика, перехожу рядышком возле второго глазика, опускаюсь на один столбик ниже, за вот эту петелечку завожу иголку, так подхватываю, здесь делаем вот так вниз ровный столбик, вот, и если хотите, можно еще вышить реснички. Так, на один глазик. И переходим на второй глазик. Перевожу иголку к этой ниточке. Завязываем на 2 узелка и прячем в середину игрушки. Сделаем рожки. Беру плюшевую пряжу, набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжем соединительный столбик 1, в следующую соединительный столбик 2 и до конца довязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И отрезаем ниточку так, чтобы было для пришивания. Вот
получаются такие рожки. Они вот закручиваются. Вот один, вот второй. Берем нашу овечку и вот так их прикрепляем. Вот, прикрепила булавками. И теперь пришиваем. Так, за столбики на голове. Теперь вот так за столбики на рожках. Снова столбики на голове. Столбики на рожках. И тут уже по вашему желанию. Можно оставить вот так, а можно еще пришить, чтобы они уже так и держались в этой области. Вот где-то здесь сзади сделать еще один стежок. Или оставлять так, чтобы они вот были такие подвижные. И потом связываем на эти два узелка и прячем в середину игрушки. Вот получился такой баранчик. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!